доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем», канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Заглядывайте обязательно в плейлисты, там уже собраны небольшие коллекции узорчиков, узоров очень много. И не забывайте ставить лайк, надеюсь, вам видео понравится. Подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео, а также пишите комментарии. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Не устаю каждое видео говорить, какая у меня большая группа поддержки. Ваши классные, интересные фантазии, вы большие фантазеры. Спасибо вам. И я к вам с новым узорчиком. Угу. Итак, сегодня будут у нас такие ниточки. Это у нас получается ниточки Yarn Art Baby и Yarn Art Elite. Вы знаете, да? То есть с этими ниточками я чаще всего показываю узорчики. Смотрите, это получается у нас 100% акрил. Вот он. Моточки были большие, 100 грамм, 300 метров. И небольшие моточки, получается, Yarn Art Baby, это 50 грамм, 150 метров. И производитель нам рекомендует брать крючок 3,5 миллиметра. Вот. Мы берем крючок 3,5 миллиметра. Ну что, приступим? Давайте начнем вот с таких вот больших ниточек, с беленьких. Итак, кто уже давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы. Вот буквально в районе 30 петелек, да, плюс-минус. Сегодня мы с вами наберем 31 воздушную петельку. Раппорт будет у узорчика состоять из 9 петелек. Чтобы красиво закончился, мы, так скажем, сделаем 31 петельку. Итак, все как всегда, фиксируем петельку. Ее мы при наборе не считаем. 31 воздушная петля. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот наш будущий образец. Что мы делаем дальше? Дальше мы с вами сделаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И затем у нас идут 2 петельки воздушные по узору. 1, 2. Вы пока просто повторяйте, поймете. А теперь в 9-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы должны будем сделать столбик с накидом. То есть мы с вами сейчас сымитировали столбик подъема. 2 воздушные петельки узора. И получается 2 петельки непосредственно цепочки мы тоже пропустили. Сейчас, когда начнем дальше вязать, вы поймете. Вот это вот окошечко наше. Что делаем дальше? Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И пропускаем в цепочке тоже 2 воздушные петельки. 1, 2. В 3-ю петельку делаем столбик с накидом. Вот у нас получилось еще одно окошечко. Угу. Дальше. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Опять пропускаем в цепочке 2 петельки. 1, 2. И в 3-ю петельку делаем столбик с накидом. И так далее. Вот такие вот окошечки мы с вами будем делать до конца ряда. Понятно? То есть опять 2 воздушные петельки. И в цепочке, аккуратненько, не торопитесь, пропускаем тоже 2 петельки. 1, 2. И в 3-ю провязываем столбик с накидом. Вот такие окошечки до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте встретимся в конце ряда. Так, вот провязали до конца ряда. Вот они, наши окошечки. Угу. Этим же цветом продолжаем дальше. Итак, опять 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее по узору опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пока повторяйте. Угу. Накид. Вот это вот наше получается первое окошечко. Вот это первое окошечко мы пропускаем. И во второе окошечко провязываем 3 столбика с накидом. Смотрим и вяжем. 1. Обычные столбики. 2. 3. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. И в следующее окошко, вот в это окошко, опять провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот, должна получиться вот такая вот картина. Что делаем дальше?
Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Но будьте внимательны. Следующее окошко пропускаем полностью. Опять делаем накид и, перескакивая через окошко в следующее, делаем опять 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И в следующее окошко делаем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть поняли, да? Получается, в одном окошке 3 столбика, 2 воздушные петельки. В другом окошке 3 столбика, опять 2 воздушные петельки. Но здесь мы пропускаем целое окошко. Вы пока просто вот именно этот принцип поймите, а потом вы увидите, как будет красиво. Итак, пропустили окошко, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. То есть 2 воздушные петельки у нас вяжутся в любом случае. Единственное, что по 3 столбика вяжется не в каждом окошке. Угу. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот провязали, получается, до конца ряда, да, то есть еще парочку так связали по 3 столбика. И заканчиваем точно так же, как начинали. То есть 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Помните, мы в самом начале набирали здесь много петелек, да, воздушных. Вот. Пропускаем сейчас здесь 2 воздушные петли. Раз, два, это формировалось окошечко. В третью провязываем столбик с накидом. Вот, видите? Тут у нас было 3 петельки подъема и 2 петельки пропускали непосредственно в цепочке. Вот такое же окошечко. Поняли, да? Все, смотрите, провязали, ниточку подтянули, оставили белую ниточку в покое, потому что мы переключаемся на сиреневую, такую фиолетовую ниточку, потому что узорчик из сиреневой ниточки будет всего лишь один ряд. Раз, мы вернулись, переключились на белую, чтобы меньше мы отрезали ниточек. Договорились? Если вы вяжете одним цветом, вы просто продолжаете так же вязать. Если вы хотите отрезать ниточку, то есть вы также будете продолжать слева направо. Ну, а я покажу, уже не первый раз показываю, да, еще раз покажу, ничего страшного в этом нет, если вы будете начинать с противоположной стороны. Так, зафиксировали. Вот у нас здесь были 3 петельки подъема, да, и 2 петельки по узору окошечка. Так вот, в третью петельку подъема вводим крючок и присоединяемся. То есть вот так вот ниточку вытягиваем, протягиваем. Вот, красота. Так, дальше у нас тут 3 петли подъема. Раз, два, три. И опять 2 петельки по узору. Раз, два. Теперь смотрите внимательно. Вот у нас между 3 столбиками 3 столбика, 3 столбика. Между ними было 2 воздушные петельки. Вот такая вот арочка сформировалась. В эту арочку вводим крючок. Вот так вот вытягиваем ниточку и не провязываем. Раз. Еще раз. 2. Еще раз. 3. Вы можете делать 4, 5, 7, 12. Угу. Просто знайте, что шишечки съедают много пряжи. И провязываем вот так вот все вместе. Раз. И зафиксировали. Вот получилась наша шишечка. Пышный столбик еще называют. Я называю бубочка. Не знаю, почему называю. Итак, идем дальше. 1 воздушная петелька. И сюда же делаем еще такую же шишечку. Раз. 2. 3 в моем случае. Все вместе провязали. Зафиксировали. Воздушная петля. И третью шишечку делаем сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Вот, у нас здесь получилось вот такие вот 3 шишечки. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. И помните, у нас между столбиками, да, вот такими, тоже была арочка из 2 воздушных петелек. Вот, в нее вводим крючок, провязываем столбик без накида. Вот такая картина. Опять 2 воздушные петельки. И между столбиками в эту арочку опять точно так же делаем 3 шишечки. Шишечки, бубочки, пышные столбики. Так, раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петля. Сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петля. И еще третью. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Дальше идут 2 воздушные петельки. Раз, 2. И в следующую арочку между столбиками мы делаем столбик без накида. Угу. Вот такая будет красота. Давайте до конца ряда самостоятельно. Тут чуть-чуть осталось. А так
я вас здесь уже встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, провязали, получается, еще одну вот такой вот веерочек из пышных столбиков. И заканчиваем наш ряд. 2 воздушные петельки. И в последний столбик, вот белого ряда, мы провязываем столбик с накидом. Раз. Но здесь мы переключаемся на новую ниточку, да? В моем случае беленькую. То есть вы можете даже подключать еще одну ниточку, еще можете использовать остаточки. Очень классно будет смотреться. Вот, но я переключаюсь на беленькую ниточку. Все вместе провязали. Все, у меня в руках белая ниточка. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Поворот. И опять делаем такое же окошечко. 2 воздушные петельки. Теперь будем повторять вот этот вот белый ряд. Смотрите, вот у нас первая арочка между шишечками. В нее так вот вводим крючок и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. Все помните, да, как мы также здесь сделали. И во вторую арочку между шишечками еще 3 таких же столбика. 1, 2, 3. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И помните, как здесь мы перепрыгивали сразу же, да? Точно так же здесь перепрыгиваем сразу же к шишечкам. Вот так вот. Угу. Столбик с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И в следующую арочку тоже 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Понятно? Вот, то есть мы повторяем точно так же, как белый ряд. Давайте дойдем до конца нашего ряда, и там я вас встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Итак, довязали до конца ряда, да? Сделали точно так же окошечко, 2 воздушные петельки, и вот в третью петельку подъема провязываем обычный столбик с накидом, воздушная петелька, и оставляем белую ниточку в покое. Переключаемся на вот эту сиреневую. Итак, тут у нас получается 3 петельки подъема, 2 петельки непосредственно узора. Итак, тянем ниточку немножечко, чтобы сильно не зажулькать. В третью петельку подъема вводим крючок и вытягиваем нашу сиреневую ниточку аккуратненько, чтобы не затянуть край. Угу. И точно так же по узору. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше 2 петельки воздушные для окошечка. А потом повторяем точно так же весь наш сиреневый ряд. То есть вот эту арочку мы будем делать наши шишечки. Все, ничего сложного, да? То есть получается 2 ряда. Первый наборный ряд и затем 2 ряда. Итак, 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля. Сюда же опять 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петля. И третью шишечку. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Здесь 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот опускаемся в непосредственно арочку между столбиками и делаем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и в арочку будем делать 3 пышных столбика. Принцип понятен? Я думаю, что понятен. Смотрите. Белый ряд, сиреневый ряд. Белый точно такой же, сиреневый точно такой же. То есть не запутайтесь. После сиреневого переключайтесь на белую ниточку и продолжаете вязать белой ниточкой. Здесь остановились, все, убрали ниточку, ниточка лежит. Здесь будет у вас сиреневая ниточка. Возвращаетесь обратно вот такими шишечками. Угу. Опять переключились на белую, потом опять переключились на сиреневую и так далее. Принцип понятен, да? Давайте провяжем несколько рядочков, чтобы увеличить наш образец. И потом встречаемся. Угу. Давайте встречаемся несколько рядов. Так, сейчас смотрите, какой легенький, интересненький, воздушненький узор получился, да? Вы же понимаете, что вы можете вязать разными цветами. Вы можете вязать, естественно, летние пряжи, можете вязать зимние пряжи. То есть здесь вас никто не ограничивает, да? Смотрите, какой он. В моем случае акрил. Он, естественно, вот такой вот тянется. Если это летняя пряжа, то сразу же в голову приходит что? Топики, маечки, да?
Возможно, палантинчик связать, кстати, девчат. Смотрите, очень интересный будет узорчик, да, палантинчик. И получается, если это будет зимний вариант, то, возможно, это будет интересный снудик. А может быть, даже без жилеточки очень интересно будет. Итак, сторону выбирайте сами, какая вам больше понравится, да? Так, мы набирали, получается, сколько? 31 воздушную петельку. Так, по краешку можете пустить столбики, да? То есть несколько столбиков. Можете 3 столбика, можете 5 столбиков, да? Чтобы краешек был более ровнее и так далее. Ну, вы большие дизайнеры, чего вас учу, да? Итак, смотрите, 31 петелька воздушная, это около 15 сантиметров, да, плюс-минус. Видите, рядочки пошире, поуже, пошире, поуже. Поэтому нужно обязательно по краешку дополнительные столбики сделать. И тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И я решила, видите, такое окошечками 11 ряд сделать, как начало. 11. Ну, давайте посмотрим. Это получается 12 сантиметров. Угу. То есть не забывайте вязать образцы для своей руки, для своей пряжи, для своего крючка. Рассчитывайте количество пряжи, сколько у вас будет потрачено. Естественно, вяжите изделия из данных узорчиков, показывайте, сбрасывайте свои фотографии, как бы желательно в Инстаграм, да, буду вас показывать. Девчата некоторые сбрасывают, я их показываю. Итак, я надеюсь, вам узорчик понравился. Смотрите, несложный, легенький, в копилочку вашу, да, не затейливый такой. И вы поставите свои лайки, надеюсь, напишите комментарии. Те, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, будет много интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.